Научная фантастика всегда была тем жанром, который открывает перед кино безграничные возможности, и Netflix, кажется, это прекрасно понимает. Стриминг не боится экспериментировать, предлагая зрителям самые неожиданные и оригинальные проекты. Привет, вы на канале Shadow Tavern, и в этом видео поговорим о лучших научно-фантастических фильмах, созданных платформой, и попробуем разобраться, чем они цепляют. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра! Адам Сэндлер известен прежде всего своими комедийными ролями, но в «Космонавте» он вновь демонстрирует драматический талант. Фильм довольно медленно раскрывает перед нами свой сюжет, но те, кто проявит терпение, будут вознаграждены потрясающим финалом. «Космонавт» рассказывает о чешском астронавте Якубе Прохаске, который отправляется в одиночную миссию, чтобы исследовать таинственное явление в галактике. Вдали от дома, в замкнутом пространстве космического корабля, Якуб пытается сохранить брак с женой. Приближаясь к цели своего путешествия, он начинает видеть на корабле гигантского говорящего разумного паука. И именно этот паук, как ни странно, помогает Якубу не только выполнить миссию, но и наладить отношения с супругой. Проект «Сила» – жесткий реалистичный взгляд на мир, где люди могут получать суперспособности, пусть и на короткое время. Действие фильма разворачивается в альтернативном будущем. Бывший солдат, девушка-подросток и полицейский объединяются, чтобы поймать торговца опасными таблетками, дарующими сверхчеловеческие способности на 5 минут. Проблема в том, что сила, полученная от таблеток, непредсказуема, а порой смертельно опасна, даже для своего обладателя. Проект «Сила» до сих пор остается свежим взглядом на жанр супергеройского кино, более приземленным и напряженным. Уникальная концепция препарата, наделяющего людей сверхспособностями, делает сюжет еще более непредсказуемым. И хотя сцены с применением суперсил кратковременны и не занимают особо много экранного времени, наблюдать за ними крайне увлекательно. Дальний космос цепляет своей простотой и сосредоточенностью на ограниченности ресурсов. Фильм рассказывает о команде из 3 человек, отправившихся на Марс. Когда на борту обнаруживается незапланированный 4-й пассажир, экипаж сталкивается с угрозой гибели. Запасов хватит только на 3, и теперь в условиях экономии на всем, даже на кислороде, им предстоит непростой выбор. Напоминая зрителям такие фильмы, как «Аполлон-13» и «Гравитация», дальний космос поддерживает атмосферу напряжения, несмотря на скромный бюджет и ограниченность пространства. Фильм действительно напряженный, хотя порой темп повествования и может казаться медленным. Тем, кто не боится замкнутых пространств, обязательно понравится «Кислород» – изобретательный захватывающий триллер. Французская актриса Мелани Лоран играет Лиз, женщину, которая приходит в себя в криогенной камере, не понимая, как она там оказалась. Запасы воздуха на исходе, ресурсы ограничены, и у Лиз очень мало времени, чтобы найти способ выжить. «Кислород», подобно фильму «Погребенный заживо», но с научно-фантастическим уклоном, с первых же минут погружает зрителя в атмосферу напряжения. Мы наблюдаем за тем, как Лиз пытается выжить в реальном времени, пока тикает таймер, отсчитывающий оставшиеся минуты. Эмоциональная игра Мелани Лоран не дает зрителю ни на секунду расслабиться, делая этот триллер, по сути, фильм одного актера, захватывающим и напряженным. «Космические чистильщики» – отличный пример того, что международные проекты Netflix заслуживают гораздо большего внимания. Южнокорейский научно-фантастический боевик рассказывает о команде звездолета «Победа», которая занимается сбором космического мусора, чтобы заработать деньги на мечту. Однажды они обнаруживают маленького андроида по имени Дороти и оказываются перед выбором – помочь ей или уничтожить, ведь за ней охотятся власти, и ее обнаружение не сулит ничего хорошего. «Космические чистильщики» – это взрывное смешение классической научной фантастики, детектива, вестерна и пиратской романтики. Разношерстная и не лишенная обаяния команда «Победы», яркие спецэффекты и захватывающий сюжет делают фильм незабываемым приключением. Вышедший в 2016 году «Спектральный» – один из тех фильмов Netflix, которые незаслуженно остались в тени, несмотря на интригующую идею. Действие разворачивается в Молдове, где инженер-оружейник и отряд спецназа должны уничтожить сверхъестественных существ, похожих на призраков. Сталкиваясь с практически неуязвимым врагом, герои вынуждены совершенствовать свое оружие и разрабатывать новые тактики выживания. «Спектральный» – это динамичный боевик с высокими ставками. Призрачные антагонисты способны уничтожить любого в мгновение ока. Фильм не стал событием в мире кино, хотя удачно сочетает в себе научную фантастику, мистику и захватывающий экшен. Кстати, по мотивам фильма был даже выпущен комикс-приквел, который добавляет этой вселенной глубины и подробностей. «В тени Луны». Научно-фантастический криминальный триллер приковывает внимание зрителя своим сюжетом, полным неожиданных поворотов. К тому же это один из лучших фильмов о путешествиях во времени на Netflix. Сюжет рассказывает о детективе из Филадельфии Локи, который пытается поймать серийного убийцу, мистическим образом вернувшегося к своим преступлениям после почти 10 лет затишья. Когда физик предполагает, что в деле может быть замешано путешествие во времени, погоня превращается в гонку со временем, в буквальном смысле этого слова.
Вышедший на фоне политической напряженности в мире, фильм «Не смотрите наверх» оказался удивительно актуальным. Режиссер Адам Маккей рассказывает историю двух ученых, которые обнаруживают комету, летящую прямо на Землю. До столкновения остается всего 6 месяцев, и они отправляются в медиатур, чтобы предупредить общественность, сплотить ее и встретиться с президентом Соединенных Штатов. Вот только их предупреждения всерьез никому не интересны. «Не смотрите наверх» — это острая сатира, иносказательно отражающая проблемы реального мира. Фильм высмеивает разделенность общества, подчеркивая важность науки. Блестящий актерский состав, в который вошли Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Тойота Шевроле и Джона Хилл, помогает фильму найти тот самый баланс между юмором и серьезным посланием. На фоне растущей популярности фильмов об искусственном интеллекте стоит вспомнить «Дитя робота». Это история о роботе по имени Мать, которая воспитывает девочку в подземном бункере после глобальной катастрофы, которая, как она утверждает, уничтожила все живое на Земле. Но когда в их жизни появляется загадочная женщина, пришедшая с поверхности, доверие между матерью и девочкой подвергается серьезному испытанию. Фильм исследует темы материнства, доверия, выживания, поднимая на поверхность насущные вопросы о роли искусственного интеллекта в жизни человечества. «Дитя робота» — это недооцененная жемчужина научной фантастики с клаустрофобной атмосферой и запутанным сюжетом. «Парадокс Кловерфилда» наделал много шума еще до своего выхода. Студия решила повторить прием первого фильма с неожиданным анонсом и релизом. «Парадокс» был анонсирован во время Супербоула и сразу же после матча стал доступен на Netflix, без трейлеров, долгих ожиданий и прочего. Лента 2018 года предложила новый взгляд на вселенную монстра, познакомив зрителей с идеей космического ужаса. В центре сюжета группа ученых, которые проводят эксперименты с ускорителем частиц в космосе. В результате несчастного случая они попадают в альтернативную реальность. «Парадокс Кловерфилда» интересен и тем, что в том числе предлагает взглянуть на происхождение монстров, впервые показанных в оригинальном фильме 2008 года. И хотя фильм не оправдал многих ожиданий поклонников франшизы, он все же заслуживает внимания благодаря смелым идеям и захватывающей научно-фантастической атмосфере. Райан Рейнольдс известен своими ролями в динамичных, зрелищных фильмах, и проект «Адам» не исключение. Рейнольдс играет Адама Рида, пилота из будущего, который совершает аварийную посадку в 2022-м. Сюжет сосредоточен на его попытке спасти свою жену, погибшую во время миссии по путешествию во времени. Преследуемый могущественной корпорацией с 2050-го, Адам объединяется со своим младшим «я», чтобы сражаться за будущее. Проект «Адам» особенно примечателен тем, что во время просмотра навевает воспоминания о классических, семейных, научно-фантастических фильмах, сочетая в себе приключения во времени, юмор, экшен и трогательные моменты. Они клонировали Тайрона, одна из самых недооцененных научно-фантастических комедий 2020-х. Действие этого необычного фильма разворачивается в афроамериканском квартале, где трое эксцентричных персонажей раскрывают правительственный заговор, связанный с экспериментами по клонированию и контролю над сознанием местных жителей. «Они клонировали Тайрона» выделяется смелым сочетанием абсурдного юмора, мрачных поворотов сюжета и социальных комментариев, но не чрезмерно навязчивых. Премьера фильма была отодвинута на второй план из-за одновременного выхода «Барби» и «Оппенгеймера», но у этой картины есть все шансы со временем стать культовой классикой. «Окча», снятая обладателем премии «Оскар» Поном Джун Хо, исследует отношения между корейской девочкой Мией и ее генетически модифицированной суперсвиньей. Когда многонациональная корпорация увозит животное в Нью-Йорк, Мия объединяется с зоозащитниками, чтобы спасти своего любимого друга. Как и в предыдущих фильмах Пона Джун Хо «Вторжение динозавра» и «Сквозь снег», в «Окча» поднимаются экологические и этические проблемы, в частности, последствия корпоративной жадности. Действие фильма разворачивается в альтернативном будущем, где корпорации пытаются решить проблему мирового голода путем генетической модификации животных. Несмотря на то, что картина вышла в 2017 году, поднятые в ней темы по-прежнему невероятно актуальны. В фильме «Спайдерхед» заключенным в современной тюрьме предлагают сократить срок в обмен на участие в экспериментальных испытаниях лекарств. В центре сюжета Джефф, который становится подопытным кроликом для Стива Абнести, гениального фармацевта, тестирующего препараты, влияющие на эмоции. Любовь, страх, послушание. По мере хода экспериментов Джефф понимает, что у Стива гораздо более зловещие планы. Он разрабатывает препарат, который заставит людей действовать против их воли, даже наносить вред тем, кого они любят. Этот антиутопический психологический триллер поднимает моральные вопросы о будущем научного прогресса. Благодаря неожиданным поворотам сюжета и захватывающей игре Криса Хемсворта и Майлза Теллера, «Спайдерхед» является одним из самых необычных фантастических фильмов на Netflix.
«Тайна семи сестер» переносит нас в антиутопическое будущее, где перенаселение планеты заставило правительство ограничить рождаемость одним ребенком на семью. Всех лишних детей помещают в криосон. Чтобы избежать этой участи, отец семи сестер-близнецов воспитывает их, скрывая от властей. У каждой из сестер один день в неделю, когда она может выйти на улицу. Сюжет фильма наполнен действием: одна из сестер пропала, и оставшиеся сестры пытаются ее найти, одновременно сражаясь с правительством, полностью контролирующим их мир. «Полночное небо» — один из самых мрачных и в то же время трогательных фантастических фильмов Netflix. Джордж Клуни играет Огустина, ученого, который, возможно, остался последним человеком на Земле после глобальной катастрофы. Огустин посвящает оставшиеся ему дни попытке связи с космическими кораблями, которые когда-то отправились на поиски пригодных для жизни планет. Он отправляется в опасное путешествие на другую базу в надежде выйти на связь с выжившими. Пока Огустин борется с собственным отчаянием, экипаж одного из космических кораблей пытается вернуться на Землю, превратившуюся в нечто неузнаваемое. «Немой» — яркое доказательство того, насколько удачным может быть сочетание неонуара и научной фантастики, прямо как у «Бегущего по лезвию». Действие фильма разворачивается в 2035-м. Александр Скарсгард играет Лео, немого бармена, который ищет свою пропавшую девушку. История разворачивается в футуристическом мире, поражающем зрителя своей визуальной красотой, а за сюжетом интересно наблюдать благодаря ярким актерским работам. Фильм сочетает в себе эстетику нуара и футуристические элементы, удерживая внимание зрителя необычной историей и нестандартным центральным персонажем. Тау. Майка Монро играет Джулию, молодую девушку, оказавшуюся в ловушке в умном доме садиста-изобретателя по имени Алекс. И хотя Джулия — центральный персонаж, именно искусственный интеллект по имени Тау приковывает к себе все внимание. Вначале кажущийся враждебным, Тау на самом деле оказывается жертвой своего жестокого творца. Пока Джулия планирует побег, между ней и Тау возникает связь, что приводит к захватывающей борьбе за выживание. «Черное зеркало» и без того известен своим новаторским подходом к научной фантастике, но «Брандашмык» поднял планку на совершенно новый уровень. Интерактивный фильм позволяет зрителю самостоятельно делать выбор за главного героя Стефана, молодого программиста, который адаптирует книгу-игру в видеоигру. Каждый выбор влияет на развитие сюжета, что делает просмотр уникальным и захватывающим опытом. Созданный Чарли Брукером, «Брандашмык» расширяет границы стриминговых технологий, предлагая зрителю множество сюжетных развилок и концовок в зависимости от сделанного выбора. Это обязательный к просмотру и прохождению фильм для всех поклонников «Зеркала», а также выдающийся эксперимент в области интерактивного кино. Увы, полностью оценить его потенциал можно только непосредственно на самом сервисе, приобретя подписку. Закат цивилизаций. В центре сюжета Питер, отец, страдающий от ярких, повторяющихся кошмаров о загадочном апокалипсисе. Вскоре его предчувствия начинают сбываться. На Землю вторгаются инопланетяне. Теперь Питер и его жена Элис должны сделать все возможное, чтобы спасти дочерей. Закат цивилизации получил положительные отзывы критиков, которые оценили как саму идею фильма, так и работу Майкла Пенни, Лиззи Каплан и других актеров. Обладая абсолютно уникальной сюжетной предпосылкой, Закат цивилизации переворачивает с ног на голову привычные штампы фильмов катастроф и научно-фантастического жанра в целом. И на этом у меня сегодня все. Конечно, это далеко не полный список лучших фантастических фильмов платформы, и подборка получилась субъективной. Стриминговый гигант продолжает вкладываться в жанр, создавая все новые истории, но во время подготовки материала я понял, что пик креативности у их партнеров был в период с 2017 где-то по 2021 год. Именно тогда вышли самые сильные и не обремененные излишней повесткой фильмы. Хотя свежие релизы, такие как «Оставь мир позади», тоже достойны внимания, они не меняют общей картины. Делитесь в комментариях своими любимыми фантастическими фильмами Netflix. Возможно, на основе ваших рекомендаций я сделаю и новую подборку. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями. Подписывайтесь на канал и нажимайте на кнопки под плеером. Ссылку на свой Telegram я оставлю в закрепленном комменте. И до встречи в следующем выпуске. Пока.